Ну что, наше путешествие на Панган начинается. Наш путь на Панган начинается с пирса Мэйнам. Доехали сюда на своем байке и оставили его на парковке, так как компания Lambraya, к сожалению, не перевозит байки. Билеты брали заранее на сайте по 250 баз человека, но даже с электронным билетом пришлось постоять в очереди, так как его нужно обменять на бумажный в кассе. Так что лучше приезжать хотя бы за 30 минут до отправления, чтобы не бежать на паром в последний момент. Кстати, если хочется уплыть со своим байком, то есть вариант с пирса Банкарак. Там можно загрузить байк на лодку за доплату около 500 бат. Правда, процесс погрузки, ну, скажем так, зрелище не для слабонервных. Лодка явно не проектировалась под транспортировку байков, но если вы любите приключения, why not? А мы пока наслаждаемся 30-минутным плаванием, свежий морской воздух, волны и мысли о том, какой коктейль взять первым делом на Пангане. Добро пожаловать на Панган! С пирса идем пешком до проката байков по джампу. Всего 10 минут прогулки. Мы взяли Honda Click за 250 бат в сутки, оставив залог 5000 бат. Рент рекомендуем, все прошло гладко, без лишних вопросов. Но тут начались сюрпризы. После Honda PCX пересесть на Click – это как поменять комфортное кресло на табуретку. Байк, конечно, едет, но ощущается совсем по-другому. А если учитывать холмистый рельеф Пангана и заботу о задней точке вашего пассажира, то для комфортных поездок лучше брать Honda PCX или Yamaha NMAX. Ну а мы тем временем отправляемся заселяться в отель. Итак, мы приехали заселяться в отель. Он называется The Cabin Beach Resort. Так что вперед чекиниться. Так, мы зачекинились, нас привезли на машинке наверх сюда, к нашему домику. Концепция отеля предполагает, что каждый номер здесь представляет собой отдельный небольшой домик с одной спальней. Возможно, есть побольше, но у нас с одной спальней. И вот сейчас мы зайдем и покажем вам, что внутри. Номер выполнен в таком лофт-стиле, бетон, дерево. Мне определенно это нравится. И теперь заглянем, что находится за этой большой раздвижной дверью. Классное зеркало. Мы отправились изучать остров, и первое, что нас зацепило, это простота улиц и местных жителей. Для нас всегда важны люди, которые нас окружают, и Панган сразу встретил нас с доброжелательной атмосферой. Ну а природа здесь просто вау. Живописные пейзажи и потрясающие виды за каждым поворотом. По дороге мы проезжали храм, который мгновенно перенес нас на Бали. На этом моменте мы просто не могли не остановиться. Настолько мощно сработала эта атмосфера. Такой неожиданный флешбэк, и мы кайфанули от него на все 100. Дальше национальный парк Намток Тан-Садет. Здесь мы не просто любовались природой, но и буквально ощущали ее каждой клеточкой. Водопад завораживает, и устоять перед желанием окунуться в его прохладу было сложно.
Конечно, по пути мы не могли не остановиться на вьюпоинтах, чтобы впитать всю эту красоту и насладиться палитрой острова. А завершили этот день в атмосферном кафе Ко Рахам. И это место определенно стоит посетить. Вид на море, закат, уединенная обстановка. Идеальный финал для идеального дня. See, all I know is that I know nothing at all. This shit is so mystical. Новое утро и новое открытие. Первым делом отправляемся на песчаную косу Хин-Конг. Но тут важно учитывать одно – приливы и отливы. Если не проверить заранее, то можно приехать и просто не увидеть косу. После Бали мы уже знаем про приливы и отливы все. И спасибо нашему другу, серферу и большому фанату океана. И да, пожалуй, я оставлю ссылку на его канал. У него там ламповый тревелкин журнал, стоит заценить. Ну, а я сам, как всегда, чекаю приливы приложения в WindApp. Это не реклама, но все там работает четко. И нам повезло. Женька, вдохновленная просторами, решила вспомнить свои навыки балета, а я, в свою очередь, изучал новых для себя медуз. Кто из нас больше кайфанул от этого места? Вопрос открытый. Коса – это отличное место, но впереди еще много интересного, так что едем дальше. Вот такие забавыши встречаются около пляжа на Пангане. Мини-пиги. Что-то они там нашли. Какая-то вкусняшка, наверное. Следующая остановка – знаменитый Малибу-Бич. Популярное место. Кто-то купается, загорает, играет в мяч или даже делает акробатические трюки. Но нам этот пляж не особо зашел. Может, из-за количества людей, все-таки мы больше любим уединение. Дальше нас ждал пляж Фанта. Тихое, уютное место, где мы просто посидели 15 минут, наслаждаясь видом на море. Иногда этого достаточно, чтобы перезагрузиться. А теперь на обед. На обед мы заехали в кафе Seaside. Тут можно найти и тайскую, и европейскую кухню. Но, как истинные фаранги, мы предпочитаем местные блюда. Я взял масаман карри,
а Женька курицу в кисло-сладком соусе. Сейчас полистаем меню, а вы можете поставить на паузу, чтобы рассмотреть его подробнее. После обеда отправились дальше и заехали на пляж Хаадьяо. Красивый, просторный, но опять много людей. Для нас не самый топовый вариант, так что долго не задерживаемся, едем дальше. Дальше нас ждала дорога наверх к видовому бару 420. Это место становится особенно популярным ближе к 5-6 вечера, когда все собираются, чтобы насладиться ослепительным закатом. Панорама, виды просто не передать словами. Пожалуй, это один из тех моментов, ради которых стоит подняться на этот холм. Вечер мы провели в районе Хадрин, в самом юге острова, где каждый месяц проходят знаменитые Full Moon Party. Мы специально выбрали время, чтобы избежать этого события и толп туристов. А вот ужин был необычным. Заглянули в ливанский ресторан. Да-да, даже на Пангане есть такие места. Разнообразили наше тайское меню чикен с шавермой. Место определенно стоит того, чтобы его посетить. А вот и Хадрин в утренние часы. Для нас знакомство с новыми местами и настоящим духом острова происходит именно через такие прогулки по местным улочкам и общение с местными жителями. Здесь не так много туристов, и это идеальный момент, чтобы почувствовать атмосферу места, впитать ее и познакомиться с людьми. Итак, включение с пляжа Хадрин. Он находится на самом юге острова. Здесь проходят популярные на весь мир, наверное, уже вечеринки Full Moon Party. Они проходят раз в месяц. Вот. А, соответственно, другие дни здесь такой очень спокойный пляж. Пологий заход.
волны небольшие, мелкий песок. И сейчас мы пойдем его продегустируем. Пока Иван скачет на волнах, которые сегодня на пляже Хадрин, я расскажу про климат этого острова. Для меня он прям очень классный, потому что здесь прохладнее, чем на Пхукете, градусов на 4. И, наверное, прохладнее, чем на Самуи, градусов на 2. Особенно это ощущается вечером, когда ты выезжаешь на ужин. Очень приятный прохладный вечерок. Особенно после жаркого дня, это то, что нужно. Поэтому, да, те, кто не любит жару, то я рекомендую остров Панган. I'm a drop in the ocean, just a face in a crowd waiting to be seen. Big dreams А что это вы тут такое делаете? Фильм контент. ever been. I would climb the highest mountain. I would dive the deepest sea, just so I could make you feel what I feel. Последний день нашего мини-отпуска проводим на юге острова, исследуя пляжи Хадрин и Лила. Впитываем их красоту, гуляем по деревянным дорожкам вдоль моря, до маяка и обратно. Эти моменты наполнены тишиной и гармонией, и мы стараемся запомнить каждую деталь. Природа, море, ощущения, когда просто наслаждаешься друг другом и временем. Хочется, чтобы эти кадры остались в наших сердцах навсегда. Go ahead, call me crazy. I always see the good in everyone. Blue-eyed and naive, wow. Way up here, I can see the sun. I would climb the highest mountain. I would dive the deepest sea, just so I could. Вот хотим показать на Пангане, где находится пирс. Это пирс, который идет на Ко-Самуи. Вот там те ворота, там пирс. А чек-ин вот чуть дальше, вот здесь. Надо пройти. Напротив вот этой вывески Walking Street находится офис Ламприяк. Там, где красивые китайские ворота, там пирс. Соответственно, чтобы отплыть, надо сначала прийти в офис и зачекиниться. Ходить нужно не позже, чем 30 минут до отправления. Мы уже к чекину подошли, зачекинились. Здесь касса находится. И вот Женька уже сидит с сумками, ждет. И вот выдают билетики. Уже на паром. Ну вот и все, пора возвращаться. Мы погружаемся на паром обратно на Самуи. Прощаемся с Панганом, благодарим его за невероятные моменты и обещаем вернуться. Bang